А перед тем, как мы начнем, я попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк этому ролику. На данный момент это мое самое масштабное и тяжелое в создании видео. В доте на данный момент собралось огромное количество идиотов. Вернее, доступных героев. Фактически, если бы мы брали нового персонажа каждый раз и не повторялись, то сыграли бы 124 катки, прежде чем пойти по второму кругу. Однако, пока одни персонажи сидят в шкафу всю игровую жизнь дотеров, другие встречаются в каждой второй игре. В частности, вот этот тучный добряк вылезает из помойки ко мне в игру почти всегда. И зачастую почему-то чувак, который на нем играет, еще больше похож по поведению на Пуджа, чем сам Пудж. Так давайте же разберемся, каких персонажей очень любят пикать неадекваты в паблике. Поехали! Сразу хочу оговориться, далеко не каждый играющий на перечисленных по ходу ролика персонажах является отбитым неадекватом. Это мой субъективный опыт, все совпадения случайны. Думаю, пойдем с вами от меньшего зла к большему. Первый персонаж в моем списке будет Кристалка. Вы только посмотрите на эту маленькую милую блондиночку. Разве может она спровоцировать у кого-нибудь возгорание жопы? Не будьте так наивны, за личиной чудной девочки скрывается злой басистый мужичара, который начнет душить вас сильнее вражеской хорды за одного недобитого крипа. А если вдруг вы пропускаете стабильно одного крипа в пачке, то скорее всего этот чудак начнет собираться в кэрри, потому что на вас надежды нет. Вы понимаете всю горе ситуации, да? ЦМ-ка в кэрри. Конечно, есть и другой вариант. Это когда такие клоуны начинают жестко трейдиться с вражескими хордовиками. А учитывая маленький запас здоровья и отсутствие эскейпа, они очень быстро отлетают в таверну. А потом еще, и еще, и еще. И вот вы уже на 10-й минуте дефаете трон от мега крипов, пока 0.15 ЦМ не может понять, что же пошло не так в этой игре. Вот этот чертила уже больше похож на того, кто за него играет. Вы только посмотрите на его накачанную руку. Так вот, здесь получается чуть иначе, чем с Кристалкой, потому что в отличие от ее заморозки, станом Леона можно промахнуться. Зачастую неадекваты сначала будут 1000 лет колить своего тиммейта подраться и оформить парочку изи фрагов, потому что шанс промаха станом исключен, ведь на Леоне сидит ебучая машина. Далее происходит парочка попыток убить врага, который после промаха станом разворачивается и жестко пиздит нас ногами. В то время как Леон уже отбежал в сторону и орет, какой же ЛС играет на коре или тройке, не способный просто фармить крипов и перестать фидить. Звучит, конечно, абсурдно, согласен. Но сами вспомните, как часто челики на Леоне колили вас подраться, а потом сливались после своего первого фейла. А когда вы переставали поддаваться их провокациям, они начинали орать о том, что враги сейчас расформятся и снесут нам трон, если мы не будем с ними постоянно файтиться и навязывать свой темп. Заслуженное место в топе, я считаю. Ну куда же без алхимика, верно? Конечно, сейчас их стало гораздо меньше, чем было совсем недавно. Но мне буквально вчера попадался один такой. И вся суть не в самом алхимике, а именно в алхимике тройки. Это просто, самый конченый персонаж, который может встретиться нам в игре на тройке. Проблема таких чуваков в том, что они берут на роль спейсера фармящего персонажа, которому нужно не меньше, а то и больше самого кора, чтобы начать реализовывать себя. Как итог, вы до 25 минуты сосете на всех фронтах, потому что вражеская тройка ебет всю карту. Ваш мидер был побит вражеской четверкой, потому что саппорты не могут отойти от фармящего хардлайн алхимика и оффлейнера. Самого оффлейнера может сильно и не обоссали, но вот в ближайшее время ему предстоит столкнуться с отжиманием леса и сносом всех Т2 вышек активной тройкой противника. А что в этот момент делает наша тройка? Фармит Радик. И причем совсем непонятно сколько. В моем случае он фармил Радик до 18 минуты, а когда закончил, мы уже жестко проигрывали врагам, в частности их кору, у которого было 11-0. И буквально через 15 минут у нас упал трон, а у врагов, на секундочку, спушена только одна башня, да и та была спушена крипами со временем. И все это время алхимик орал в микрофон, что мы не способны играть в доту, что мы просто фидим и не можем убивать противников. Здорово, правда? Идем дальше. Далее у нас идет Течес. Этого маленького ублюдка год назад полностью переработали, за что я хочу сказать большое спасибо Valve, потому что теперь с ним хотя бы можно адекватно бороться. Дота перестала быть ебучими шахматами в реальном времени. Однако даже эта перемена не избавила нас от контингента, который пикает Течеса уже чисто по инерции. И как же сильно они удивляются, узнав, что теперь на нем нельзя ФК спамить мины в лесу, а нужно бегать и форсить файты, помогать тиммейтам и в целом быть полезным не только ближе к лейту, а на протяжении всей игры. Вы, конечно, можете сказать, зачем ты поставил его на 4-е место в этом списке, если в целом ничего негативного не происходит. Вы правы. У меня просто до сих пор всплывают страшные же порвущие флешбеки из прошлых патчей.
Поэтому я не могу никак не упомянуть эту тележку с 3 маргиналами в этом топе. Бронзовое место в нашем топе занимает Крип. Нет, не этот, другой Крип. Вот ты, да. Подойди сюда. Думаю, каждый довольно часто в пабликах встречает жестких нытиков на антимаге, которые собирают супер поздний БФ из-за своей бесполезности и ничего не могут сделать в игре. Конечно, есть и хорошие антимаги, но на одного хорошего будет примерно 15 лесных идиотов, которые всегда будут винить мидера, саппортов, тройку и даже курьера в своих неудачах. Это не БФ на 25-й, это ЛС на фидере и стыли катку на 30-й минуте, говорит каждый уважающий себя 0.10 антимаг. Поехали дальше. Серебро у нас сегодня смело занимает ZXC армия Dead Inside Twitch фолловеров Курсида. И если к самому Курсиду вопросов нет, чел отыгрывает хорошо, то вот эти токсичные Курсиды с Алиэкспресса куда более тяжелый случай маразма в доте. Конечно, часто это потные суки, которые ласткитят всех крипов в миду как гребаные терминаторы из судного дня, а потом еще возможно убьют вражеского мидера один раз, посвистывая и призывая дать 5. Однако это самый лучший исход для таких чуваков, и даже так их полезная опциональность заканчивается совсем скоро. Я заметил закономерность, что после выхода с мида такие челики не видят ничего дальше своего ЧСВ. Частенько влетают соло в толпу под свой ультимейт, а потом люто получают по жопе без шанса на спасение от команды врагов. Эти ребята колят своих тиммейтов файтиться по КД, еще хуже, чем Леон из начала списка, и пусть СФы хотя бы влетают первыми, лучше от этого не становится. Потому что униженный мидер равно слитая игра почти всегда. Ну и не забывайте про токсичность подобных персонажей в voice-чате и предложение сходить на ZXC в мидонле. Особенную F я хочу накинуть в сторону челиков со ссылкой на пустой Twitch в своем никнейме. Всегда смешно с них. И золото нашего топа забирает всеми любимый герой с пикрейтом 28. 28, блядь, процентов. Это просто какой-то запредельный результат, при том, что винрейт данного персонажа всего 50,5%. Гроза всех пабликов. Красивейший персонаж по версии журнала People. Миллиардер, филантроп, смешной пухлячок с большой удочкой для ловли не только рыбы, но и представительниц прекрасного пивного пола. Уважаемый Пуч! Этот чудак живет в сердце каждого уважающего себя руинера. Ведь что может быть лучше, чем пофармить крипов хуком, а потом еще и повытягивать блинкующуюся на врага фантомку из файта? В конце концов, никто не просил ее туда прыгать, сама виновата, не так ли? Играющие на PUBG люди всегда знают цену себе и своему времени, а потому находят самые изощренные и скоростные методы по началу новой катки. Например, турбослив за 15 минут через профессиональный фит вражеского кора или мидера. И если с остальными героями из списка можно что-то поделать, то майндгеймы Пуджа по фиду никто никогда не разгадает, потому что мозгов у него просто нет. Конец.